Друзья, всем привет! Продолжаем тему стройки. И в предыдущих видео, как вы помните, я рассказывал, как мы делали черновую отделку, а именно штукатурили и шпаклевали у себя на кухне. В этом видео я хочу рассказать вам про санузел. Итак, вот так он выглядел до того, как мы начали его отделывать. Это просто блоки. Напомню, стены мы ложили с 25 блока. Стены выложены очень ровно, поэтому слишком толстого слоя отделки у нас не будет. У нас уже разведена электрика, введена канализация, введена вода. На всякий случай пару шлангов, они выходят на улицу, если какую-то проводку в дальнейшем дополнительно можно будет затянуть. И мы начинаем отделывать стены. У нас уже разведена проводка. Проводка разведена скрытым методом. Стоят две пары по две розеточки, но для удобства отделки мы их демонтируем, чтобы не загадить штукатуркой и шпаклевкой. Потом, конечно же, все вернем на место. Итак, начинаем процесс. Первым делом, что нам необходимо сделать, это хорошо зачистить стену от разного вида грязи, капель раствора и всяких разных шероховатостей, которые в процессе ремонта у нас появлялись на стенах. Ведь каждый лишний мусор будет нам мешать, особенно при нанесении первого слоя штукатурки. После этого грунтуем стены. И грунтовать их нужно дважды. Я пользуюсь церезитовским суперконцентратом, развожу его с водой и в два слоя будем грунтовать стену. Грунтуем и ждем полного высыхания. Ну, процесс, как понимаете, совсем такой несложный, незамысловатый. Макаем валик в грунтовку и размазываем по стенам. Причем удобно это делать именно снизу вверх. Тогда практически на полу не будет ни луж, ни капель. Все остается на стенах. Ждем полного высыхания. И после грунтуем второй раз. После того, как и второй слой грунтовки высох, тогда уже можно начинать делать штукатурку. Грунтование нужно, чтобы влага не уходила в блоки. Дальше заготовим сразу все уголки и стеклосетку. Мы обязательно будем вмазывать стеклосетку в штукатурку, чтобы она не лопнула и не отвалилась. Пользуем пластиковые уголки, тоже со стеклосеточкой. Как внешние, так и внутренние. Штукатурить мы будем все это дело цементной штукатуркой. Именно цементной, потому что санузел — это помещение, в котором у нас будет повышенная влажность, конечно же. А в дальнейшем будем шпаклевать цементной финишной белой шпаклевкой. Заранее заготовим под размер стеклосетку, чтобы 300 раз не бегать туда-сюда. Заранее подготовленные под размер материалы очень сильно ускоряют процесс работы. Поэтому имейте в виду, всегда лучше нарезать несколько полос заранее. Замешиваем штукатурку до состояния густой сметаны и приступаем к работе. Штукатурку замешиваем, конечно же, по инструкции. И не забываем мыть инструмент, ведь чистым инструментом работать гораздо удобнее. Штукатурить я всегда начинаю от угла. Изначально намазываю первый слой штукатурки на угол и в дальнейшем буду утапливать в него уголок со стеклосеткой. Таким образом у нас получится ровный угол. Процесс, как видите, достаточно простой. Сначала намазываем слой миллиметров 5 самой штукатурки и в дальнейшем вмазываем в нее уголок. После, конечно же, покроем уголок еще одним слоем штукатурки. При этом обратите внимание, я не наношу огромный слой штукатурки на стену, потому что стена выложена ровно. И стена у нас с этой стороны будет под покраску. Только в том месте, где будет у нас стоять ванная, там мы положим плитку на стены. Получится, так называемая кабинка, что ли, душевая, я не знаю, как ее по-другому назвать. А в местах, где стена будет просто окрашена, мы размазываем штукатурку, в дальнейшем ее зашпаклюем, и получится красивая ровная поверхность. Процесс штукатурки стены тоже достаточно прост.
Изначально мы намазываем штукатурку на стену, в дальнейшем берем заготовленную стеклосетку, вмазываем ее полностью в штукатурку. Причем делать это нужно быстро. Даже в 2 слоя загрунтованная стена все равно впитывает влагу, так или иначе. И цементная штукатурка сохнет достаточно быстро. Поэтому работать приходится тоже быстро. Наносим первый слой штукатурки, вмазываем туда стеклосетку и замазываем это поверх еще одним слоем штукатурки. И таким образом мы полностью заштукатуриваем всю ванную комнату. После нанесения второго слоя штукатурки, чтобы все это дело было ровно, я буду разглаживать это большим 40-сантиметровым шпателем. А изначально я работаю маленьким шпательком, из него из ведра набираю штукатурку, и все это дело размазываю шпательком шириной в 25 сантиметров. Кто-то скажет, что большими работать удобнее, но мне удобнее все-таки было работать изначально маленьким. Ровнее получается. Большим 40-сантиметровым я потом просто выравниваю, выглаживаю поверхность, чтобы не было больших переходов. И, конечно же, не забываем вырезать обратно наши розеточки, которые мы полностью замазали штукатуркой. Вот так вот получается. Как видим, штукатурка высыхает на блоках быстрее, чем на швах, и получается такой вот орнамент от блоков. Хотя, повторюсь, стена дважды прогрунтована, и все равно в этих местах влага уходит быстрее. Спустя пару дней все очень хорошо засохло, как видим, ничего не отвалилось, и то, что оно высохло вот таким вот орнаментом, тоже ничего страшного. Все это дело в дальнейшем зашпаклюется. Следующим этапом была штукатурка вокруг окошка и своеобразные откосы. Делается все это по лазерному уровню, опять же с пластиковыми уголками, конечно же. И как видим, достаточно ровно все получается. Уровень, даже самый дешевый лазерный уровень, очень хорошо спасает в таких работах. Получается все очень ровненько. Потом я штукатурил стену вокруг окошка, абсолютно по той же технологии, которую я и показывал. Сначала штукатурка, потом стеклосетка, потом опять штукатурка. И в дальнейшем точно так же была штукатурена до конца вся ванная комната. Санузел точнее. Здесь у нас будет и туалет, и ванная, и бойлер, и стиральная машина. Все полностью. Площадь позволит. Здесь 4 квадратных метра. После того, как высохла штукатурка, а ждал я неделю, цементная штукатурка сохнет долго, мы начинаем все это дело шпаклевать нашей цементной финишной шпаклевкой. Опять же, сначала проходим все стены шпателем, убираем весь мусор и в дальнейшем начинаем штукатурить. Изначально я заштукатурил ровненько потолок, а потом приступил к стенам. Слой шпаклевки будет тоже не очень большой, поэтому сильно размеры комнаты у нас не уменьшатся. Шпаклевка наносится точно так же шпателем. Не спеша, аккуратненько ее размазываем, разглаживаем. И здесь очень важным моментом является, опять же, что сначала нужно хорошо зачистить стену от мусора, чтобы во время нанесения шпаклевки она не перемешивалась с данным мусором. И опять же не забываем, что перед нанесением каждой смеси поверхность нужно опять же грунтовать. Поэтому перед тем, как шпаклевать, я, конечно же, загрунтовал уже заштукатуренную стену. Шпаклевать мы будем в 2 слоя. Наносим первый слой, в дальнейшем будет затирка, и потом второй слой. Тем самым получится очень ровная, гладкая и хорошая поверхность, которую в дальнейшем можно будет уже и просто покрасить.
А красить я, скорее всего, буду латексной краской, которая подходит для помещений повышенной влажности. После того, как первый слой высох, мы его, конечно же, затираем терочкой до очень гладкого состояния, чтобы не было никаких ни переходов, ни наплывов, ни бугров, ничего. И у нас получается очень ровная, красивая и гладкая поверхность. И в дальнейшем мы ее еще раз ошпаклюем, предварительно, конечно же, загрунтовав. Тем самым получится вообще идеально ровная, гладкая поверхность, которую в дальнейшем можно покрасить. Вот у нас высох первый слой шпаклевки, и его мы опять же загрунтуем. Грунтуем все тем же суперконцентратом. Тем самым поверхность обеспыливается, ждем, когда она высохнет, и после этого наносим следующий слой шпаклевки. Как видите, грунтование производится очень часто и в очень больших количествах. Между каждыми смесями. И по гипсовой шпаклевке, и по гипсовой штукатурке точнее, и по цементной штукатурке, и по блокам, и по шпаклевке в дальнейшем между каждыми слоями. И мы даже будем грунтовать еще раз перед покраской. Ну а вот конечный результат. После полного высыхания шпаклевки стена стала полностью белая, этих серых пятен не осталось. А в дальнейшем мы будем ставить здесь сантехнику и укладывать плитку там, где стоит ванная. Кому понравилось, ставьте лайк, заглядывайте в описание, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем. Всем пока!